Эта модель для тех, кто не планирует возиться с цветокором, как я. Можно брать и творить прямо с рук. Хоть как рекламу воспринимая, хоть как данность. В принципе, неплохой слоган. Но по факту я заявляю ответственно, быть гуру съемки вообще здесь не нужно. Главное на автомат все выставить и дальше уже работать. Хотя если любите и можете повозиться, здесь просто непочатое поле, как много всего можно начудить с этой камерой. Видеосъемку можно производить как Full HD, так и в 4К. Dual Pixel AF, улучшенная технология Canon для автофокусировки объектов. И здесь, к сожалению, есть небольшое ограничение, но она здесь главное в наличии. У камеры скромные габариты, она не занимает много места, можно в любую сумку или рюкзак запихать. При большом желании вообще можно поместить в карман куртки. У камеры съемная оптика со встроенным стабилизатором. Экран, который может откидываться, поворачиваться, наклоняться и позволяет вам следить за всем функционалом во время съемки. Эта штука крайне удобная. Сенсорное меню Touchscreen LCD облегчает работу с камерой. Здесь, проще говоря, сенсорный дисплей. Очень важная функция — это лайвстриминг. Конкретно для меня. Она нужна для прямых трансляций на YouTube. Кроме как самой камеры, любой стабильной Wi-Fi сети, ноутбука и YouTube-канала с 1000 подписчиков, которые разрешают вам проводить стримы, вам вообще ничего не понадобится. Распознавание вертикальных видео тоже очень полезная функция, особенно для тех, кто снимает что-то а-ля TikTok, либо в Stories. Также камера имеет профили Canon, которые позволяют заранее добиться желаемой картинки. Я уже обложки при помощи этого дела делал для роликов. Помимо всего этого, камера оснащена удобным способом переноса контента для дальнейшей обработки на ваши девайсы, такие как телефон, ноутбук, стационарный компьютер. Просто подключаете ее через программу и из галереи все скачиваете. Либо по кабелю, либо стандартно берете карту памяти и скидываете с нее. Tube 890, всем виват, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, на канале только быстрые обзоры, которые всегда подкреплены тестами. Кстати, эту камеру я уже тестировал, наверное, роликов 6, и примеры ее работы, в принципе, вы можете увидеть на канале. Единственное, на стриме спросите у меня, что именно я снимал на нее. Плюс, разумеется, примеры съемки будут в этом ролике. Большинство из них я провожу онлайн на стримах, так же, как и расскажу еще отдельно на стриме про эту камеру подробнее. Много конкурсов, условия которых всегда в описании. 5 Mi Band 6 серии я разыгрываю за лайк, подписку и комментарии к любому видео. А теперь кратко о беззеркальной камере Canon EOS M50 Mark II. В комплекте здесь идет ремень, зарядное устройство LC E12. Я, кстати, уже дополнительно зарядное устройство заказал. Оно идет здесь со шнуром питания. Крышка для корпуса и объектива, камеры, аккумулятор LP-E12 литий-ионный на 875 мАч. К слову, есть еще аккумулятор на 1800 мАч, и их я тоже заказал. Они идут с защитной крышкой, и хватает его на целый день. Но чтобы обезопасить себя, лучше всегда иметь доп. Аккумулятора, лучше 2. А также он заряжается с 0 до сотки за 2 часа. В принципе, это не очень быстро, но потребно. Из-за габаритов камеры 116 мм на 88 на 58 мм ее реально довольно удобно держать в одной руке. Особенно у кого уже были большие зеркалки, да даже D3120 моя Nikon была. Вообще ужас, ее не удержишь. А здесь все удобненько. Вес сборки, камера, китовый объектив, карта памяти и аккумулятор составляют всего 489 граммов, что позволяет производить длительную съемку с рук. Понятно, что можно еще купить доп. Ручки, но вот даже если так снимать, в принципе, не особо сильно устаешь. Материал поликарбонат, сменная оптика. В китовой комплектации камеру можно купить со складным объективом Canon EF M15-45 мм с фокусом от 3,5 до 6,3 IS-STM. Здесь есть трехкратный зум, встроенный стабилизатор, автофокус, который работает быстро и беззвучно, а также автофокусировка даже в плохом освещении до -4 EV. Есть возможность устанавливать любой другой объектив, который ему нужен. Есть линейка оригинальной оптики EF-M, а через переходник можно ставить объективы от зеркалок с байонетом EF и EF-S. Экран яркий, даже при солнечном свете его видно. Если вам этого экрана мало или он не нужен, на выручку вам придет встроенный электронный видоискатель. Его разрешение 2,36 миллионов точек на дюйм. Экран сенсорный и полностью поворотный. Для видеоблогеров есть разъем мини-джек на 3,5 мм для внешнего микрофона. Это идет для записи качественного звука. В принципе, если вы ее берете, однозначно вам нужен будет микро. Как и у всего, есть башмак для установки вспышек, синхронизаторов и других аксессуаров. Встроенная вспышка для фотосъемки в плохом освещении в наличии. Имеется отверстие с резьбой для крепления камеры, гнездо для карты памяти, максимальный объем карты памяти 512 гигабайт. И это неплохо. Все кнопки у этой камеры существенно меньше, чем в более продвинутых моделях, и тут спасает сенсорное меню на экране, потому что кнопки реально могут быть кому-то неудобны. По железу Canon EOS M50 Mark II — это 24-мегапиксельный датчик изображения APS-C Crop, а не полный кадр.
кадр. Сенсор изображения отвечает не только за фото и видеосъемку, но и за фокусировку. Здесь применяется технология Canon Dual Pixel Smooth AF. В 4К Dual Pixel AF отключается и остается контрастный автофокус. Canon EOS M50 Mark II умеет фокусироваться по лицам и глазам в кадре. Да, камера может снимать в 4К 25 FPS от Full HD 50 кадров в секунду, а также в HD можно снимать при 100 кадрах в секунду. Как я уже говорил, камера имеет функцию, которая позволяет вести прямые трансляции на YouTube легко и просто. Но это еще не все, ее реально можно использовать в качестве веб-камеры. Потрясающее качество изображения при работе с бесплатной программой EOS Webcam Utility. По тепловым показателям: выключенное состояние 29,4 градуса, режим ожидания 29,8, съемка Full HD 50 кадров в секунду 31-32 градуса, съемка в 4К от 35 до 45 градусов. Съемка прекращается после достижения лимитов 30 минут на 4К. Камера считается вторым поколением в своей линейке, и основное ее отличие от предшественника Canon M50 — это функция Dual Pixel AF, которая работает на Canon M50 Mark II при съемке только в Full HD. К сожалению, в 4К это не использовать. Один файл 30 минут съемки в 4К занимает 49 гигабайт. Одного аккумулятора хватает на 95 минут съемки в 4К и 130 минут в Full HD. Опять же, по данным производителя. Я провел 1 час съемки в 4К, а это 60 минут, а иконка батареи в принципе почти не изменилась. За эти деньги я подобных камер еще не встречал, хотя адепты других брендов, конечно же, хейтят Canon EOS M50 Mark II, но за эти деньги это хорошая камера. Для начала или она, или Canon M50, ее предшественник. С другими камерами за эту цену довольно часто происходят казусы в съемках. Там часто может случаться такое, что она перегреется, и о длительной съемке в 4К можно вообще забыть. Я думаю, вы понимаете, о чем я. По длительности работы Canon лучше практически всех на рынке. По минусам, еще из неудобств у этой камеры — это расположение гнезда для карты памяти. Когда она стоит на штативе, ее нужно каждый раз снимать, чтобы карту изъять. И еще нет разъема 3,5 мм для наушников. Я получил эту камеру на обзор от Canon. Примеры съемки в 4К вы сейчас увидите. Пример работы камеры. Снимаю с двух рук. Логично, что под эта камера не рассчитана. Нужно как минимум снимать с либо штатива, либо другой человек вас снимает, либо третий вариант — трипод. Особенно какой-нибудь, чтобы мог следить за вами. А вот так вас будет снимать довольно странно в режиме а-ля селфи, потому что сейчас я вижу, что он снимает, как он снимает. И единственное, на что мне хватает длины рук, это вот на такую съемку. По большому счету, примеры съемки конкретно данного фотоаппарата уже на канале есть. Несколько обзоров я снимал именно на него. Единственный на данный момент мини-минус — это то, что он в 4К 60 FPS не снимает. Но, как многие знают, которые снимают не на телефоны, что 4К 30 FPS на подобных аппаратах — это значительно лучшая картинка, чем 4К 60 FPS на телефонах, притом по всем параметрам. Так он пишет звук без внешнего микрофона, и так он относится к не очень хорошему свету. Опять же, картинка вся выводится потом. Тест камеры на скорую руку Canon EOS Mark II 50. И что я хочу сказать, что сейчас вот первым дублем, без идеального света, то есть уже смеркается, в Мурино мы снимаем пример работы камеры. Вот так будет выглядеть iPhone 12, вот так будет OnePlus 9 Pro, если вы будете снимать на эту камеру что-то наподобие влога, либо решите без микрофона, хочу отметить, то есть звук сейчас пишется прямо на фотоаппарат-камеру, и вот так. Такой пример. Плюс теперь стримить на канале для стримов я буду именно с ее помощью, так что в принципе вы можете всегда оценить, насколько она хороша. Во всяком случае, для повседневного использования блогера. Программа для подключения к смартфону максимально простая в использовании, там минимум по функциям. Скачивайте по QR-коду прогу, подключаете камеру по Bluetooth или Wi-Fi к смартфону, притом к любому, как на iOS-системах есть, так и на Android эта программа. И можете пользоваться телефоном как видоискателем. Пароль нужно вводить первый раз при сопряжении, потом все будет автоматически. Хотя функции максимально простые, это использование в качестве видоискателя и просмотр фото и видео, хранящиеся в камере, довольно приличное подспорье. Резюмирую, камера не заменит вам хорошего освещения, она не научит вас лучше снимать, и по сути это правильно, но с другой стороны там есть функция для помощи, то есть вам подробно объяснят, что такое диафрагма, выдержка, ISO и так далее, и также что нужно сделать для той или иной фотографии, чтобы она вышла хорошо.
Но опять же, для этого все равно нужно будет включить голову. Но как мотиватор, я скажу вам, это тема. Я сразу, как ее получил, начал искать новые переносные штативы, задался вопросом, как реализовать ее возможности. Начал искать новый свет, и, скажем так, снимать можно и на тапок, но рано или поздно ты будешь обязан переходить на новый уровень или сгоришь. Я свои 9 сотен обзоров снял на сотовые телефоны, и вы об этом знаете. И так было уже 4 года. И несмотря, что я такой фанат Huawei, даже мой любимый P40 Pro рядом с этой малышкой не лежал. Но я его все равно не брошу. Будут вопросы, задавайте в комментариях. На эту камеру однозначно буду снимать обзоры, притом, скорее всего, вам буду говорить, какие именно. Разбираться и оценивать эту камеру мне помогал профессиональный оператор Игорь, за что ему огромное спасибо. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.